Франция. Главная автомобильная страна на рубеже 19-20 веков. Ни США, ни Англия, ни Германия, а именно Франция. Доверьтесь мне в этом постулате. В современных реалиях это звучит немного странно, ведь французский автопром сегодня, мягко говоря, серенький. Точнее, мы все с вами знаем, что французские автомобили есть, они вон там по дорогам ездят, но какого-то трепета у автомобильного сообщества они не вызывают. Типа машины и машины. Странненькие по дизайну, а больше-то особо ничем не отличаются. Да, есть фан-клубы французских автомобилей, но они выглядят еще страннее, нежели сами автомобили. Такой, знаете, класс коррекции среди автомобильных фанатов. Фан-клуб американцев дерзкий и брутальный. Японцы в тюнинге и с наклейками. Немцы – холодное оружие, чтобы уничтожать километры. А французы, за женой ехать надо. И всей толпой обсуждают фильм «Такси». Что вот там-то был настоящий автомобиль, а не вот эти все ваши форсажи богомерзкие. Но это сегодня. А на рубеже веков и первую половину 20 века французы стояли на острие технологий. О них говорили, о них мечтали, ими восхищались и на них хотели быть похожими. А сегодня сплошь серость, уныние и Рено Логан. Но чем трагичнее падение, тем нам интереснее вам об этом рассказывать. Поэтому доставайте сырную тарелку, наливайте себе бокальчик Каберне Савиньон, укутывайтесь в плед, и мы с вами отправляемся в тур по истории французского автопрома, из которого мы сегодня с вами узнаем, как выглядели первые транспортные средства на нашей планете, почему нужно было снести Париж для того, чтобы появились автомобили, как маленькая игрушка на витрине в магазине повлияла на мировую историю автопрома, как одна женщина руководила появлением бензиновых автомобилей во Франции, почему полиция стреляла в автомобилистов из пушек, почему Луи Шевроле решил ставить рекорд скорости именно на французском автомобиле, и как так получилось, что Франция влюбила весь мир в автомобили, но при этом людей, кто это сделал, никто не помнит. Само собой, при написании этого материала я использовал фиговую гору различных источников, которые вы можете, кстати говоря, найти в описании. Сайты, мемуары, статьи, документалки и так далее. И если так подумать, то раньше для того, чтобы написать подобный материал, мне пришлось бы оккупировать библиотеку, закрыться там на ключ и читать тонны книг, искать там отсылки, все конспектировать и собирать информацию по крупицам. Не то чтобы сейчас я занимался чем-то принципиально другим, но определенно точно современные технологии позволяют этот процесс делать быстрее. В том числе при помощи рекомендаций, которые мне подкидывал интернет. Все вот эти вам может понравиться, прочитал про Peugeot, почитай про Renault, аналитика искомых запросов. Все это примеры работы дата-сайентистов, которые постоянно работают с огромными массивами информации, с бигдатой. И если вам кажется, что стать дата-сайентистом это невероятно сложно, трудно и неподъемно, то вы ошибаетесь. Сегодня обучиться на дата-сайентиста довольно просто. Достаточно просто записаться на курс в онлайн-школе Skill Factory, и уже через год вы станете востребованным и квалифицированным специалистом. Курс подойдет как для начинающих, кто вообще не понимает, что такое аналитика, так и для тех, кто уже давно занимается IT. Помимо машинного обучения, вы освоите блок по Python, пройдете модули математики и статистики для Data Science, Deep Learning, Data Engineering и познакомитесь с нейронными сетями. И главное, что зарплаты в этой области программирования стартуют от 120 тысяч рублей за базовый уровень и до 250 за продвинутый. И это с учетом того, что специалисты востребованы абсолютно во всех областях, от киберспорта до медицины. Во время обучения вы сами сможете распределять свою нагрузку. Можете заниматься один раз в неделю, а если любите марафоны, то можете проходить один блок сразу целиком. Но в среднем по больнице обучение занимает где-то 5-7 часов в неделю. А также на связи с вами всегда будет личный наставник, который всегда поможет с материалом. А по итогам обучения в карьерном центре Skill Factory вам помогут оформить резюме. Самых же заметных и успешных студентов начнут хантить еще на процессе обучения партнеры Skill Factory, среди которых Сбер, Альфа, Nvidia и другие гиганты. Больше подробностей, естественно, будет по ссылке в описании. А сейчас, при оформлении курса по Data Science, вы получите еще кучу микрокурсов в подарок. Среди них курс по написанию Telegram-ботов, составлению резюме и Google таблицам.
А по промокоду Асафьев вас будет ждать скидка на обучение аж в 55%. Само собой, впереди нас ждет глубокое погружение в контекст Франции. И чтобы я не блуждал в одиночку по всяким там провансам, сопровождать нас будет сертифицированный поедатель круассанов, человек, которого в детстве уронили в ванну с вином, великолепный и неподражаемый Франсуа Стасье Жапьен. Бонжур, мадам. Начать надо сначала, а точнее с самых истоков автомобилестроения. И отправная точка в этом материале у нас будет самая древняя из всех наших документалок. Начинаем мы аж с 1769 года, еще до французской революции. В стране монархия, у власти Людовик XVI, тот самый, который огребет люлей в ходе революции и потом будет казнен на гильотине. Но сам Людовик нам тут в хер не уперся, я вот что хочу рассказать. Как вам такой факт, что французы настолько изобретательные ребята, что придумали первое ДТП еще до того, как появились автомобили? Знакомьтесь, Никола Жозеф Кюньо, офицер французской армии. Этот человек первым в мире создал транспортное средство как таковое. В какой-то момент он подумал, что было бы круто иметь какое-нибудь самоходное тяговое устройство, на котором можно будет таскать пушки и прочие радости, необходимые для армии. Самая главная проблема больших армий в то время, да и много веков до этого, это мобильность. Представьте, огромные толпы людей, численность несколько десятков тысяч, сотни лошадей, на которых перевозили пушки, оборудование, полевые кухни, палатки и прочие всякие штуки. И если после целого дня перехода на тебя внезапно нападают, то все, коняшки уже никуда не поскачут. Они за весь день пушек натаскались. И чтобы просто добраться до точки, где кому-то там нужно ввалить люлей и не отхватить самим по дороге, нужна была очень мощная логистика. И на самом деле боевые потери в то время не были главной причиной смерти. Люди в основном погибали еще до или после сражений. От голода, болезней, тупо с коня упал, что-то себе сломал и все. Больницы рядом нет. Либо выживешь, либо нет. Плюс, если войско конное, то, проходя в одну сторону, конница вытаптывала и съедала всю траву, и возвращаться той же дорогой было тупо невозможно. Конница от голода помрет. Поэтому, в том числе, убегающую армию преследователи всегда гнали тем же путем, каким она и пришла, чтобы еще сильнее измотать войско и уморить голодом всех коней и людей. Ну и так далее. Поэтому любое изобретение или обновление, которое могло сделать войско чуть мобильнее, сразу давало большое преимущество над противником. Если вы слишком медленно шевелите своими жопками, то они у вас в опасности. Тащим-то Никол что сделал? Он прикрутил к телеге огромный паровой бак, сделал привод на переднее колесо и начал разводить костер. Паровые двигатели к тому времени уже существовали, но к телегам прикручивать их никто не догадался до этого момента. Их в основном использовали в копях и на производстве. И это дело сработало. Оно зашевелилось. И даже смогло набрать скорость в 4 километра в час. Колян сразу на радостях давай все это дело презентовать начальству, министрам, а они в свою очередь разглядели в этой херовине потенциал и выделили денег на нормальный образец, который уже можно будет использовать в армии. Было это в 1769 году. Через год, в 1770-м, Колян показывает увеличенную и усиленную версию. На колесах с железным ободом, увеличенным баком, которая могла наваливать по району со скоростью аж 8 километров в час. Паровая телега Макс Про. Естественно, созвали смотр министров, чтобы заценить тачло. Но на испытаниях что-то пошло не так. Этим что-то было рулевое управление. Оно осталось еще с первого образца и выглядело вот так. Эти две ручки надо было крутить туда-сюда, и через это можно было повернуть переднее колесо. Но оно и на первом-то прототипе крутилось очень сложно, а на втором, с увеличением массы, вообще отказывалось. Сделать там рычаги побольше или что-нибудь еще побольше Колян не додумался. В общем, они это дело растопили, оно поехало, они такие, давай крутить руль, а он такой, ни-ни. Телега едет в сторону арсенала, стена никуда отползать не собирается, руль крутится тоже. В итоге Колян проламывает стену, бак отваливается, падает на землю и взрывается. Прямо в арсенале. Если не считать толпу обосравшихся солдат, в этом ДТП никто не пострадал. Командир, у меня в заду пробоина. И несмотря на все это, министрам и инвесторам все понравилось. Шоу просто бомба, поэтому они сказали Коляну продолжать дальше.
Но уже через год основной инвестор проекта умрет, а министра, который все это дело лоббировал, отправят в ссылку. Что-то он там с кем-то не поделил в высших кругах власти. Короче, деньги кончились, и проект свернули. Третьего прототипа Колян так своять и не успел, а потом во французскую жизнь с ноги ворвалась революция, и про проект вообще забыли. Первый прототип, кстати, сохранился до сих пор и стоит в консерватории искусств и ремесел. А в 2010 году студенты из Национальной высшей школы искусств и ремесел сделали реплику этого монстра и даже покатались на нем по Парижу. За хером, спросите вы? А просто среди ученых были споры, могла эта штука в теории передвигаться вообще или нет. Вот студенты и свояли. А еще есть споры, что паровая телега Кюньо — это не первый самоходный аппарат. И якобы первым был вот этот чувак Фердинанд Вербист, который в своих мемуарах где-то там на полях написал, что как-то между делом он своял игрушку для китайского императора с паровым двигателем. Вот такой. Но этого автомобиля никто не видел. И размером он был 65 сантиметров всего, и никого на себе верхом технически перевозить не мог. Плюс-минус 65 сантиметров. Поэтому это не считается. Так что батя транспорта – французский Колян. Но все-таки в тот момент истории борьба с монархией и революционное движение были намного важнее, чем катать телеги туда-сюда по району. Поэтому дальше никакого развития этот проект не получил. Автомобили появятся спустя 100 лет, но также во Франции. И естественно, чтобы понять, почему же именно во Франции появились первые автомобили, нам не обойтись без контекста происходящего в стране. Ну вот вообще никак. Поэтому давайте более внимательно приглядимся к тому, что происходило во Франции в 19 веке. Надеюсь, я мало кого удивлю, что Франция — это не только кусок земли в Европе между Германией и Испанией. Это материковая Франция. А еще в ее состав входит дохриллион колоний. Входил, точнее. Французская Индия, Новая Франция — это колонии на территории современной Канады и США. Северный Алжир, Северный Вьетнам, Тунис, Сенегал, Гвиана в Южной Америке и так далее. Земли и влияния у Франции было много. Но даже если мы возьмем только материковую часть, то в конце 18 века и в начале 19 века она была второй страной по населению в Европе. Больше была только Россия-матушка. Плюс налоги с колоний, плюс товарооборот. Короче, деньги были, и все у пацанов было нормально. Но не у всего населения. 300 лет с 1302 года по 1614 год в стране была сословная монархия. Это, грубо говоря, когда у власти находятся целые сословия, кланы, семьи, вот эта вся история. А с 614 по французскую революцию еще 200 лет была абсолютная монархия. Это как диктатура, только в прикольных костюмах и короне. С короной все становится веселее. Высший свет жил не то чтобы на широкую ногу, а прям на великанские шпагаты. За тратами королевского двора не следил вообще никто. Король Людовик XVI и его жена Мария Антуанетта каждый день устраивали пиршества. Мария покупала миллиард нарядов, строила кареты пороскошней. И даже себе делала корабли на голове. Капитан! Попутный ветер! Время отплывать кукухой! И весь высший свет, по примеру королевской четы, вел себя точно так же. О стране особо никто не думал. Верхушке казалось, что мощь Франции нерушима. Денег у них нескончаемое количество, и прожечь им не хватит их и несколько жизней. Ну, по крайней мере, предыдущие несколько сотен лет это все прокатывало. А надо ли говорить, что высший свет и духовенство — это 1-2% от общего населения? А 98% — это крестьяне, которые работали в полях от зари до зари, не разгибаясь, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи? Не, ну а что они там, эти крестьяне? Их же И на фоне увеличивающегося дефицита бюджета единственное, что приходит в голову правительству — повышать налоги. Но опять же, всегда прокатывало. Налоги для простого населения существовали на все. Любой вдох-выдох — плати. Что-то растет в огороде — плати. Веришь в Бога — плати. Не веришь в Бога — ты какой хитрый, но тоже плати. Покупаешь соль, чтобы сохранять хоть как-то запасы на зиму — плати. Не купил норму соли на человека — тоже заплати. А ты что такой голодный? Тебе без соли не доесть? Ну и так далее. И угадайте, кто совсем не платил налоги? Инвалиды и многодетные семьи. Высший свет и духовенство.
Ну, то есть абсолютно все, кроме крестьян. И всему миру тогда было так норм, так все существовали, все окей. Верхушка тусует, крестьяне еле-еле покупают хлеб. Сейчас-то все по-другому, да. Но тут внезапно вмешались вот эти ребята, тутовые шелкопряды. Вмешались они тем, что в 1787 году они отказались рождаться от слова совсем. Причем тут революция в стране и свержение монархического режима крашеный, спросите вы? Сейчас все поясню. Тутовые шелкопряды — это вот такие стрёмные бабочки, из коконов которых делают шелк. Система какая? Берут гусеницу, кормят тутовыми листьями, через какое-то время она заматывается в кокон, его убивают паром, а потом весь этот кулек разматывают, и вот эта нить — это шелк. Вот теперь знаете, что сексуальная шелковая ночнушка вашей девушки сделана вот из этих ребят. Ну или ночнушка вашего парня, я не знаю, как у вас там устроено. Папа? Короче, в Лионе в 1787 году этих гусениц чёт не уродилось от слова совсем. И в результате 25 тысяч рабочих осталось без работы. А безработный рабочий — это злой рабочий. А в следующем, в 88 году, пришел вот этот парень. Град. И что удивительного в Граде, спросите вы? И да, в самом Граде, по сути, ничего удивительного нет. А вот в Граде в июле есть. А в твою мать каком огромном Граде в июле, который выкосил половину урожая зерновых и фактически обрек страну на голод, есть много чего удивительного. В первую очередь для рабочих и крестьян. А зимой случились жопские заморозки, которые к тому же еще и добили все виноградники. В итоге получаем безработных, голодных и очень злых рабочих и крестьян. Параллельно с этим у Франции, как у государства, было все очень плохо с финансами, потому что она участвовала в войне за независимость США, по итогу которой к началу революции страна получит дефицит бюджета в 4 миллиарда ливров. Тогда как бы в миллиардах очень мало что измерялось. Кроме веса твоей прабабки. Поэтому это очень большая сумма. А еще наложите на это два процесса, которые уже несколько лет шли в обществе. Первое. Эпоха просвещения. Грубо говоря, одним из лейтмотивов у нее была идея равенства людей. Идеологи как раз вдохновлялись тем, что люди вроде как равны, и надо бы как-то уравнять несправедливость в обществе. Второе — радикализация поехавших психов. Которые хотели свергнуть правительство, всех переказнить и установить новый порядок. То есть, когда у тебя часть общества рассуждает о равенстве людей, другая часть тупо хочет крови, а третьи вообще голодают, ситуация пахнет жареным правительством. Людовик, ты сейчас умрешь. Ага. Плюс, так как король понимал, что грядет какой-то трешачок, он начал стягивать в крупные города, где проходили пока что мирные митинги, отряды наемников, которые должны были защитить режим любой ценой. В какой-то момент все это дело вылилось в открытое противостояние и бойню на улицах. Беспорядки, разграбление лавок в поисках еды, мародерство, типичные радости революции. Угорели ребята на славу. Официально революция продолжалась 10 лет, с 1789 года по 1799. Людовика сразу же отстранили от власти, а потом через какое-то время казнили на гильотине, как и весь высший свет. Большинство. Гильотины эти ваши, отвал башки, конечно. Невиданный ужас, кстати говоря, для абсолютно всех монархических режимов того времени. Детально ход событий я описывать не буду, потому что нам это особо не нужно, и кому интересно, вся подробная информация есть в источниках в описании. Все, что нам нужно знать, это то, что за 10 лет абсолютно все уклады пошли лесом. Перестало работать вообще все, в том числе и экономика. Страна прожила 10 лет в полном хаосе, кровопролитии и терроре. И по итогу что-то такая демократия уже никого не устраивала. В общество вернулся запрос на сильную и крепкую власть, и в этот момент этой ситуацией очень удачно воспользовался вот этот парень. Наполеон Бонапарт. Отличный торт, кстати. Рассказывать про Наполеона, само собой, нам не хватит и целого ролика. Мы туда и не полезем, а возьмем только нужное для нас. Забавный кекис, кстати, в том, что люди воевали против монархии, победили, а по итогу получили военную диктатуру. Это ладно. Так довольно часто в истории бывает. Но торт-то реально охуенный. Я думаю, что не нужно объяснять, что Наполеон был психом, который хотел добиться мирового господства, и закончилось у него все примерно так же, как у Чингисхана, Македонского, Гитлера и подобных. Вот вам просто 3 кадра. Франция в момент прихода Бонапарта к власти, Франция на пике завоеваний, Франция после Бонапарта.
Изменения не драматические, как вы могли заметить. Для нашего ракурса на историю Франции нам важно понимать две основные вещи, которые сделал Наполеон. Первое. Он создал правовой кодекс, который до сих пор является главным законодательным документом Франции. Да, с кучей поправок, но тем не менее. Как вы можете догадаться, без сильного и справедливого закона экономика нормально работать не может. И вот как было до революции. Есть монарх, у которого абсолютная власть. Он что-то там ляпнул, и так теперь и будет. Плюс есть на местах куча феодалов. У каждого свои владения, и внутри своего владения у них точно такая же неограниченная власть. И они там могли устанавливать абсолютно любые порядки, которые им вздумается. Такой правовой порядок на местах назывался кутюмом. И само собой, когда вся страна живет так, как им вздумается, в одной деревне одни правила, в другой деревне другие правила, никакого порядка и закона быть не может. И вот эту ситуацию Наполеон как раз таки исправил. Второе, не менее важное, что сделал Наполеон, это создание Банка Франции в 1800 году. Наполеон отладил систему финансового учета, выпуска денег и применения капитала. И так как Наполеон раз за разом побеждал, страна получала новые территории, читай рынки сбыта, через которые в страну поступали новые деньги. Плюс увеличивающаяся армия очень сильно развивала суконную и промышленную отрасль. И это тоже денежки. Деньги, денежки, монетки, рубли, евро, франки, вот сюда все. И самая важная заслуга Наполеона в том, что он этот капитал не просрал. И по итогу, после всех политических передряг, у страны образовался прочный финансовый фундамент, с помощью которого можно было с разбегу прыгать в следующую революцию. В промышленную. Конечно, для того, чтобы как-то осознанно относиться к деньгам, вам не нужно быть французом, революционером и тем более императором Франции в 19 веке. Достаточно просто рационально подходить к покупкам, к своим финансам и пользоваться e-каталогом. Ведь при помощи e-каталога вы можете найти кучу различных товаров, которые могут вам понадобиться по самым привлекательным ценам среди сотни магазинов. И все это благодаря инструментам сайта. Вот, например, скоро Новый год, а это значит, что все традиционно будут дарить всем своим близким и друзьям различные смартфоны, гаджеты и так далее. И определиться с товаром и магазином, где вы его сможете купить, вам поможет e-каталог. На сайте вы сможете без проблем выбрать подходящих вам производителей, отфильтровав их по рейтингу, который составляется на основе отзывов реальных покупателей. Также, после того, как вы выберете необходимый вам бренд, вы можете с помощью фильтров выбрать необходимые вам серии устройств, основываясь на каких-нибудь важных для вас параметрах. Ну, там, типа, одна вам камера нужна, две камеры и так далее. Нужен телефон с Face ID? Просто указывайте этот параметр в фильтре и получайте подходящий список. Ну а если вы вдруг не знаете, за что отвечает тот или иной параметр или показатель, то рядом с ними всегда найдется кнопка со справкой. При этом заинтересовавшие вас модели можно сравнивать друг с другом и выбрать наиболее подходящую вам. Также на e-каталоге вы можете посмотреть множество разных метрик в динамике. Вот, например, показатель, указывающий на соотношение цены и спроса на товар. Плюс сами же магазины можно отсортировать как по рейтингу, так и по стоимости устройства. Во-первых, это красиво и очень полезно. Еще больше инструментов, само собой, ищите на сайте e-каталога. А в описании для вас будет подборка бюджетных девайсов, которые можно совершенно смело дарить своим мамам, бабушкам, при этом не разориться и оставаться всегда на связи. Вот представьте, допустим, есть некий человек, который уснул в 1720 году, а проснулся, скажем, в 1820. С точки зрения быта и мироустройства, в целом он бы удивился, но не драматически. Люди, по большей своей части, живут в деревнях и работают в полях. Все еще жесткое разделение в обществе между элитой и крестьянами. Города, где жили элиты, были небольшие, сообщения медленные. Жизнь драматически не менялась в эти периоды. Никто никогда не знал, какой конкретно день и сколько сейчас времени. Все, что делали, это просто поглядывали на солнце и знали, что примерно через несколько часов оно где-то там будет садиться. Ну и примерно можно было сказать, что сейчас середина весны, например, так как недавно закопали в землю посевные. Время, в общем, текло неспешно и размеренно, как и все предыдущие года. Эволюция проходила медленно и постепенно. Но вот если бы кто-то уснул в 1820-м, а проснулся бы в 1920-м, вот тут бы он удивился. Огромные города из многоэтажных застроек, в
В пределах города никто не работает в полях, все работают на производствах и фабриках. Люди ездят в каких-то самоходных железках Самостоятельно. По дорогам. По дорогам. По железным дорогам ходят паровозы, извергая клубы пара и возя за собой вереницы вагонов, груженных чем-то там доверху. А если поднять голову вверх, то иногда можно было увидеть там огромных летающих железных птиц. А кто-то передает информацию по воздуху через радио. Чё? Я упоролся. Представили глаза вот этого человека? Вот этот сбой в матрице называется промышленная революция. Если очень кратко, промышленная революция — это замена ручного труда машинным, со всеми вытекающими. С развитием транспорта, инфраструктуры, добычей сырья, производств, фабрик и бла-бла-бла. Активнее всего в этот процесс ворвалась Англия. Прям с ноги. А так как исторически Англия — это главный противник Франции, то отставать французам было нельзя. Ты тут кого отсталым назвал? Я не понял. Тем более у них появился бабосик, и его нужно было вкладывать в какое-то плюс-минус технологическое развитие. Да и к тому же в 19 веке войн и внутренних расприй было сильно меньше, чем в предыдущие века, поэтому можно было спокойно заняться страной. Ну, точнее, как меньше. Французам всегда нужно вписаться за какую-нибудь войну за колонию, посраться с соседями, замутить пару революций, но все равно, так или иначе, в стране было сильно спокойнее, чем в 18 веке. Основной фундамент в технологическое развитие страны заложил вот этот парень. Наполеон III, который правил с 48 по 70-е года. Второго по дороге потеряли, не обращайте внимания. Так вот, что при нем было сделано? Первое. Дороги. В 19 веке начинают появляться железные дороги. Фактически, протяженность железных дорог — это очень хороший маркер экономического развития стран на тот период. Они значительно удешевляли и ускоряли доставку сырья на производство, а также позволяли людям перемещаться между городами с молниеносной скоростью. Ну, по сравнению с каретами и так далее. На момент 1840 года общая протяженность железных дорог во Франции что-то около 400 километров, а в 1870-м уже 17,5 тысяч километров. Дороги прокладывали по всей стране, во всех важных направлениях. В первую очередь от железных рудников, которые находятся на севере страны. Ну и от залежей угля, которые вообще по всей стране разбросаны. Если у нас развивается ЖД-транспорт, добыча угля и железа, то что нам еще нужно? Правильно, двигатели для производства. Паровой двигатель, какой бы жуткой тавтологией это ни звучало, был главным двигателем прогресса в то время. Во-первых, локомотивы. Во-вторых, использование двигателя в копях и рудниках кратно повышало эффективность добычи. В-третьих, везде, где можно было заменить человеческую силу паровой, надо было это делать. Но была проблема. Во Франции тогда не было нормального производства паровых двигателей. Поэтому на первых порах, или парах, ха-ха, как вам такие каламбурчики? От долбоебиков. Короче, сначала закупали двигатели у Англии, так как она была по этой теме центровая на районе, а потом, само собой, французы сообразили и свои производства промышленных двигателей. К концу правления Наполеона III совокупная мощность двигателей в стране составляла 320 тысяч лошадиных сил, что довольно-таки дохрена. Но не рекорд, Англию они в этом не переплюнули. И потребление угля также выросло в стране в 3 раза, что говорит о том, что производство шарашили на полную. Уважаемый, угольки поменяй во второй ванне. Идем дальше. Мы с вами находимся на острие промышленной революции. Нам нужно постоянно придумывать всякие различные изобретения и новые штуки. Соответственно, что нам для этого нужно? Правильно, развитая система образования. На момент начала правления Наполеона III половина молодых людей призывного возраста, что там буквы, что там цифры, вообще в рот понятия не имели. Подожди, я же еще не понял. Что я там не понял? А образованием женщин вообще никто не занимался. По всей стране в довольно сжатый срок разворачивается сеть образовательных учреждений, в том числе и женских. Потому что Наполеон как бы догадывался, что женщины вроде бы не только швеи и роженицы, а еще и вроде бы как люди, от которых можно пользу получать. Вот так вот мы и докатились до Никсель-Пиксель. Да, пиздец, согласен. В итоге, к концу правления Наполеона III процент неграмотной молодежи снизился вдвое. В стране появляется много светлых инженерных умов, начинается эпоха открытий и изобретений, и организовываются целые сообщества инженеров. Этакий, знаете ли, кружок по интересам. А когда в мире происходит такая промышленная движуха, быть инженером — это лучшее, чем можно заниматься в принципе. Это сейчас как тиктоки снимать. Так,
У нас есть образованная молодежь, которая может придумывать всякие различные штуки. Растет производство, все развивается. Чем нам еще нужно заниматься? Сука. Правильно, рабочими. Наполеон отменяет рабство, вводит выходные дни и ограничивает детский труд. Это вообще разрыв шаблона в то время. То есть, по итогу, страна превращается в огромную фабрику с образованной молодежью, с деньгами и возможностями. Да, у Англии промышленность развивалась быстрее, но у Франции были деньги. И в 19 веке сложилась такая ситуация, что все вокруг набрали у Франции долгов, поэтому влияние у Франции было ничуть не меньше, чем у Англии. Париж становится центром притяжения не только для французов, а для всей Европы и для всего мира в принципе. И тут Наполеон тоже сделал крутую штуку. Одна из главных черт индустриализации — это резкое увеличение числа городского населения. А Париж, как самый передовой город Франции, вообще трещал по швам. За 19 век население города увеличилось в 5 раз. С 550 тысяч в 1800 году до 2,7 миллионов в 1900. Тут нужно накинуть, что из себя представлял старый Париж. Как и любая другая столица, как и любой другой большой город, он строился постепенно. Ну, вот такая вот вам неочевидная мысль. Так вот, Париж, как очень древний город, в основном строился в Средневековье. И тогда никто о градостроительстве, урбанистике, Варламовых не задумывался. Строили как по кайфу. И еще до промышленной революции было всем очевидно, что город нужно перестраивать. Узкие улицы, по которым нереально было проехать, толпы людей, отсутствие коммуникаций и антисанитария. Париж был настолько грязен, и люди в нем жили настолько плотно, что постоянно тут и там вспыхивали эпидемии чумы, холеры и прочих радостей антисанитарии, которые выкашивали население. По-любому вы видели такие маленькие балкончики-перилки на домах в старом Париже. Одна из 1000 визитных карточек города. Те, кто был в Париже, точно видел, а те, кто не был, по-любому видел их на каких-нибудь открытках или в интернете. Кто не видел, не поднимайте голову. А вы знаете, нафига они были нужны? Балкона там как такового нет. Стоять и курить там бы не получилось. Дело в том, что канализации как таковой в старом Париже не существовало. И жители города, извиняюсь за парижан, срали в окна. Кто этого не знал, поживите с этим секунду. Да, люди высовывали в окно жопы и делали то, что делают жопами. Пока-пока покачиваясь на своем окне. Мой новый костюм! И если пораскинуть мозгами, то это не самый удобный процесс. Зрелищный, возможно, но определенно точно неудобный. А если кто-то срущий вываливался из окна, вообще феерия. Ты там не зевай. А помните, еще на различных картинах или гравюрах люди всегда ходили в таких больших, неудобных шляпах с огромными полями. Неудобно же! Первая мысль, которая приходит в голову. Но если бы вы ходили по улицам города, где на вас сверху может прилететь абсолютно все, что вылезает из человека, вы бы себе тоже захотели такую же. Не шучу. Они именно поэтому с такими полями и были. Реформа образования. Высокая инженерия. Так вот, дороги в Париже в прямом смысле всегда были говном. Плюс весь город был в основном с брусчаткой, которая тоже размывалась, добавляла грязи, а в момент каких-нибудь волнений люди любили его выковыривать и кидать в полицейских, строить баррикады из камней и так далее. И еще даже Людовик до революции говорил, что Париж надо перестраивать. Наполеон I хотел тоже заняться как-то этим на выходных, но все никак времени не было. Он войной был занят. А вот Наполеон III решил, что он перестроит Париж. Он хотел его сделать по примеру Лондона, у которого таких проблем вообще не было. И их там не было не потому, что англичане такие умные и все давно предусмотрели, а просто потому, что Лондон сгорел к херам полностью в 17 веке, и его отстраивали заново, уже с головой. Нет города, нет проблем. Перестройку поручили вот этому парню, Жоржу Эжену Осману. По сравнению с этим, Собянин — это просто пуська в песочнице. Эта перестройка носит даже свой отдельный термин, который называется османизация Парижа. Фактически, город просто сносили прям кварталами и выстраивали по новой. До Османа улицы были шириной в пару метров, так как они были проложены по ослиным тропам Средневековья. После же Османа улицы стали шириной в десятки метров, с высаженными зелеными бульварами посередине. О, какое тут раздолье-то теперь! Жена, тащи жульен!
Предыдущие правители в том числе не занимались перестройкой, потому что никак не могли решить вопрос с собственниками земли и зданий в центре города. Договориться вообще не получалось. И Наполеон III такой: да пошли вы, Осман, давай жги. И дома просто сносились. Вместе с лавками, с жильем, вообще на похер. Слышь, подвинься. Само собой, людям потом выплачивали компенсации, переселяли их в другие районы города, но это было несравнимо с недвижимостью или бизнесом в центре города. Вам Собянин своими тротуарчиками с плиткой не угодил. А тут парни прям серьезным делом занимались. Сказать, что у людей горело, ничего не сказать. Полыхало так, что парижане до сих пор не могут простить Осману перестройку. Я не буду влезать в этот спор, там слишком много мнений и нюансов, да нам это и не нужно. Факт в том, что город снесли и на его месте построили новый. И это за 17 лет. Молниеносные сроки, даже по современным меркам. Появилась настоящая, работающая система канализации. Расширились улицы, стал возможен свободный проезд по городу, снизилась плотность населения, отчего, естественно, снизилось количество смертей от эпидемий. И все-таки построено зданий было больше, чем снесено. Да, не там, но построено. По итогу, если собрать вместе все изменения, которые происходили во Франции в 19 веке, то самым главным подтверждением торжества технологий, смелых решений и превосходства этой страны стала международная выставка 1889 года, которая шла на протяжении 6 месяцев. Просто представьте, 100 гектар в центре Парижа отведены под павильоны и здания, в стенах которых стояли со своими стендами предприниматели и ученые, показывая свои достижения. Для удобства перемещения людей внутри выставки построили отдельную железную дорогу. Главных сооружений выставки было 2. Первое — дворец машин. Огромное трехпролетное здание, созданное полностью из металла. Средний пролет 115 метров, высота 45 метров. Это невозможная штука для архитекторов и инженеров того времени. После того, как весь мир увидел это здание, начался бум строительства огромных ангаров, складов, производств и любых других зданий из металла. Второе — 300-метровая башня. Для еще большего доминирования французы решили сделать просто что-то самое высокое в мире. Чела, который выиграл тендер на строительство, звали Густав. А фамилия у него была Эйфель. И он построил. И это действительно просто самое высокое что-то в мире на тот момент. Просто потому что. Просто можем, умеем, практикуем. Больше никакого смысла в Эйфелевой башне изначально не было. Я б с нее... Само собой, выставка не просто так называлась мировой. За все время проведения ее посетило 32 миллиона человек. 32! В 1889 году 40 стран-участниц, 62 тысячи экспонатов со всего мира, и это в городе, где только недавно срать из окон перестали. Никогда не говори никогда. Да опять! И само собой на этой выставке было все. И даже больше. Но самое главное, там были диковинные, самоходные телеги, которые уже через несколько десятков лет изменят мир раз и навсегда. Тогда, в 19 веке, автомобили были действительно чем-то необычным. Это сейчас мы уже ходим по улицам и не особо замечаем какие-нибудь Пассаты, Октавии или божественные Камри. Автомобили покупаются, продаются, а потом снова покупаются. И это давно уже происходит в основной своей массе, не через знакомых и даже не на автомобильных выставках. Сегодня, чтобы найти достойный автомобиль, достаточно просто взять свой телефон и зайти на Авито. На Авито, кстати, очень легко найти автомобиль от собственника, потому что там предусмотрена специальная плашка в объявлении, и если она есть, это значит, что владелец гарантированно предоставил фото СТС и прав. И если вы плотно следите за каналом, то вы в курсе, что я владелец компании по подбору автомобилей «Автопрогмат». И наши специалисты, работающие в полях, не ограничиваются одним лишь просмотром объявления. Обязательный инструмент для поиска подходящего клиенту автомобиля – это автотека от Авито. Ведь одна из самых неприятных ситуаций для специалиста и для клиента – это пустой выезд. Это когда по фотографиям на объявлении все прилично, по телефону вам наобещали 20 тысяч пробега и одного владельца, а по факту ты приезжаешь, там битье, тотал, утопленник, без подушек безопасности, и все, что тебя ждет, это сожаление о нескольких часах потраченного времени в пробках.
Вот почему наши специалисты активно используют отчеты автотеки, чтобы заранее, перед выездом, проверить историю авто. И если отчет показывает недостатки, несовместимые с критериями клиента, мы просто не будем тратить время на бессмысленный выезд. А если по отчету все хорошо, то это как раз-таки повод вживую посмотреть автомобиль. Как это работает? Мы берем, допустим, интересующий нас автомобиль, например, вот Qashqai 2016 года. Переходим на объявление, ну и вот видим Qashqai, 16 год, 2 литра, вариатор, 7,5 тысяч пробега. Ну и так по объявлению я в целом не вижу к чему придраться, но давайте купим отчет автотеки, посмотрим, что там на самом деле мы увидим. И вот как выглядит отчет. Год выпуска, объем двигателя, мощность. Дальше. Ограничений не обнаружено, залог не обнаружен, один владелец, ДТП не обнаружено, все отлично. Ограничений никаких нет, в розыске автомобиль не находится, в залоге также не обнаружен, никаких расчетов ремонтных работ и страховых выплат не проводилось. Также мы видим здесь историю эксплуатации, прямо с датами конкретных ТОшек, где что у дилера происходило. Во-первых, продажа, установка доп. Оборудования, первичная регистрация и дальше все регламентные ТО, которые проходил автомобиль. По которым мы с вами можем заметить, что автомобиль реально сильно не эксплуатировался. Что также нам подтверждает график пробега автомобиля и прохождения техосмотра. Ну и также ни в каршеринге, ни в такси этот автомобиль не использовался. А как вы знаете, Nissan Qashqai довольно популярный автомобиль для использования его в каршеринге у нас в Москве. Ну и в целом, что по отчету, что по объявлению, у меня никаких претензий к автомобилю нет, поэтому его совершенно спокойно можно посмотреть вживую. В описании вас будет ждать ссылка на автотеку от Авито. Переходите, пользуйтесь и всегда проверяйте автомобиль перед покупкой. Если я вам подкину вот такую задачу. Представьте человека, который стал пионером всего автомобильного, что есть на планете. Создатель автомобильных гонок, безбашенный гонщик, создатель и идеолог автомобильного сообщества, то вот честно, без гугла, вы о ком подумаете? И я бьюсь о заклад, что вы подумали не о том человеке. Не лезьте гуглить, я вам сейчас все расскажу. Отматываем время от выставки 89 года немного назад. В 81-й. Конец года по итальянскому бульвару в Париже прогуливается молодой маркиз Альбер в поисках подарков для своих друзей. Альбер замечает в одном из магазинчиков на витрине игрушечный паровозик, который ездит на настоящем маленьком паровом двигателе. Он тут же пристает к продавцу, чтобы узнать, где он сие надыбал, и продавец ему такой: там на Де-Ла-Шапелле есть мастерская, там есть 2 чувака, которые вот такие штуки умеют делать. Альберт, само собой, тут же отправился в мастерскую. И действительно находят там 2 мастеров, которые занимались украшением витрин. Они разговорились, и парни рассказали, что мечтают построить полноразмерный самодвижущийся паровой экипаж. А маркиз тоже мечтал создать что-нибудь подобное. Альберт спросил, какая у них ставка в месяц, на что ему парни ответили, что они получают 8 франков в месяц. Сначала Альберт знатно удивился, что за такие деньги можно в принципе работать, а потом такой: плачу 10, покрываю все траты на расходы, на материалы, го-машины делать я создал. Звали этого человека маркиз Феликс Филипп Альберт де Дион де Вандон де Мальфьянс. Но в истории он остался под своим коротким именем Альберт де Дион. А мастеров звали Жорж Бутон и Шарль Арман Трепарду. Весь 82 год они ищут новое место под помещение, где они будут заниматься производством, потому что серьезные механизмы было невозможно собрать в микроскопическом помещении на Де-Ла-Шапель. А в 1883 году на свет появляется компания де Дион Бутон et Трепарду по фамилии основатель. И бьюсь о заклад, что подавляющее большинство из вас первый раз слышит это название. И это очень грустно, что глобально история забыла про этих парней, так как угорали они на славу. Во-первых, надо немного закинуть, что из себя представлял Альбер. Он был из старинного аристократического рода и был полноценным членом высшего парижского общества. Балы, церемониал, месье, мадам, вот это все. Но Альбер немножечко, самую малость, отличался от чопорного и величавого общества. В высших кругах он был знаменит тем, что от него можно было ожидать чего угодно. Устроить погром на рынке прикола ради? Легко. Сбросить в сену полицейского со словами «не, ну а чё он?» Говно вопрос. Расстрелять люстру в кафе де Пари, в месте, где собирался весь высший свет того времени, тоже не проблема. Ну и финальное — вызвать на дуэль президента республики. Как вам такое?
А для Альбера будничная рутина. Хасу, 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 хасу. Есть в Париже такое место, которое называется Булонский лес. В основном известно как Легкое Парижа. Ну, что-то вроде нашего парка Горького. А еще он примечателен огромным количеством проституток любых мастей, которые выходили погулять вечером в парк. Все еще как наш парк Горького. Вы не замечали, как похорошел Булонский лес за 10 лет при Жорже Росс? Ебать, мы мертвые мемы воскрешаем. Так вот угадайте, кто в парк приезжал на карете, загружался голыми проститутками до упора, и потом такой компанией разъезжал по центру города. Типичный вторник маркиза де Дион. Но самое его любимое — скорость. Как он сам говорил, что скорость — это то, без чего он не может жить. Скорость — это его любовь, это его страсть, это его жизнь. У него была огромная коллекция карет, на которых он постоянно наваливал по району и пердел выхлопом коней. И все эти выходки терпели. Просто Альбер был обаяшкой. Все осуждали, но очень сильно его любили. Но когда он создал компанию, в название которой он поставил свою древнюю, знатную фамилию рядом с фамилиями обычных простолюдинов, вот тут-то круассаны запеклись. В 1983 году, без предупреждения и объявления войны, в центре города появляется самоходная телега, которая больше напоминала паровоз. Которая дымила, трещала и грохотала на всю улицу, пугая при этом степенных господ центра Парижа, которые гуляли там со своими собачками. И, естественно, управлял всем этим безумием сам де Дион в роли кочегара, весь в саже, угле и с широченной улыбкой из-под усов. Сказать, что парень хайпанул? Ничего не сказать. Первое место в трендах высшего французского общества. Вызываем друг друга на дуэль, пиф-паф челлендж. Пук, убит. Мало того, что своей выходкой он напугал утонченный высший свет, Так еще и сам кочегарил. Как простой топильщик. Одна из самых дешевых и низких профессий того времени. а тут сам граф с фамилией де Дион. Ну, типа, прикиньте, что вот сегодня дочь или сын кого-нибудь из... выйдет на Красную площадь, там что-то подметать, мыть или там плитку перекладывать. При этом громко выкрикивая свою фамилию и чьим конкретно ребенком он, она, оно является. Ну, типа, это сейчас будет выглядеть странно, а тогда вообще разрыв багетов. Скандал, все возмущены, семейный суд, который постановил, цитата, Запретить Альберу де Диону публично заниматься делом, которое угрожает графскому достоинству и общественному положению. но Альбер это все на коленвале вертел. Самое главное уже сделано. Перформанс. И так как не только Альберу хотелось понтоваться перед красавицами Булонского леса, К нему выстроилась очередь из таких же молодых энтузиастов при бабле, чтобы он им соорудил что-нибудь подобное. запретить покупать-то машины у него никто не мог, поэтому ставка на резонанс и перформанс сыграла. В 1984 году появляется первый, уже двухместный автомобиль на 4 колесах, который Дион назвал «Ля Маркиз». Один из самых первых автомобилей мира и тут же аналогия с женщиной. Ну, с другой стороны, под каким вдохновением создавали, так и назвали. Ух, я бы ее наполировал. И Маркиза сейчас это самый древний автомобиль, который сохранился до нашего времени. Но у него была одна проблема. Само собой, автомобиль был двухместный, так как, надо где-то женщину катать. Но у машины был открытый котел и не нулевая вероятность зажарить женщину еще до того, как вы доберетесь до спальни. Люблю, когда шкварчит. Поэтому конструкцию нужно было менять. И в следующем, 1885 году, уже появляется первый серийный де Дион Бутон Тропарду с закрытыми паровыми принадлежностями, за который можно было усадить аж 3 человек сразу. Потом был Type 2, сразу с 2 паровыми двигателями, который мог разгоняться до молниеносных 40 км в час. И также молниеносно срывать платья с женщин. А в 1988 году на базе Type 1 Появляется Type 3. Легкий двухместный паровичок, который производился на протяжении 5 лет практически в неизменном виде. Само собой, доступ к семейному бюджету Альберу вернули довольно быстро, так как семья поняла то, что Альберт знал уже несколько лет. Будущее за автомобилем. Весь город довольно быстро привык к грохочущим и дымящим повозкам, на которых рассекала молодежь. Как сейчас по Патрикам в центре Москвы все мажоры пердят выхлопами,
так и 130 лет назад у Булонского леса пацанчики пускали пар, чтобы покрасоваться перед девушками. Господь, храни сперматоксикоз. Без него, вполне возможно, мы бы остались только с велосипедами. Как известно, велосипедистам-то сперматоксикоз не нужен. Сиськи! Само собой, мимо выставки 1889 года Дэдион пройти не мог. У него там был отдельный стенд, где были выставлены одноместные и двуместные трициклы, а также двуместные и четырехместные квадрициклы. Но не только повозки Дэдион стояли на этой выставке. Тот хайп, который устроил Альберт, достался не только ему. Было еще кое-что интересное. Был такой крутой юрист, которого звали Эдуард Сарацин. Как-то, между делом, пришлось ему работать в Германии, на одном из крупных заводов, и там он познакомился с интересным инженером, Готлибом Даймлером. Абсолютно неизвестный персонаж. Сарацин очень пристально наблюдал за Даймлером, и когда он узнал, что он участвует в разработке высокоскоростного бензинового двигателя, тут же решил вписаться в дело. Даймлер и Сарацин практически сразу договорились, что как только Готлиб сообразит двигатель, Эдуард станет эксклюзивным представителем Даймлера во Франции. И у него будет эксклюзивное право на продажу моторов. Проблема была в том, что договоренность была устной. Ребята друг другу поулыбались, пообщались, пожали руки и на этом разошлись. Брат, какие бумаги? Жми. Но Эдику этого было достаточно, чтобы начать соображать производство на территории Франции. Локальное производство было нужно потому, что импортировать моторы тогда было довольно геморной затеей. Это сейчас мировая логистика развита настолько, что можно абсолютно любую хрень доставить практически за бесплатно в любую точку мира. Овощи из Омска в Берлин, например. А тогда это был большой вопрос. Поэтому локальное производство было выгоднее. Есть в Париже такое место – Эколь Централь Пари. Из-под крыла этого колледжа выпустилось больше всего инженеров в 19 веке. С одним из выпускников мы уже успели познакомиться – Густав Эйфель. И еще в этом же колледже учился Сарацин, а вместе с ним там учились некто Эмиль и Рене. К моменту, когда у Эдика появилась договоренность с Даймлером, парни работали на предприятии Перин, которое занималось выпуском деревообрабатывающих станков. И в какой-то момент к ним приходит Эдик и такой: пацаны, дело есть. На жопе шерсть. Ха. Естественно, Рене и Эмиль тут же согласились, так как они тоже увлекались автомобилями и верили, что за ними будущее. И мимо такого предложения стать эксклюзивным производителем мотора пройти было невозможно. Было это в 1887 году. А знаете, что еще произошло в этом году? Эдик Сарацин умер. Внезапно. Без предупреждения и объявления войны почки покинули чат. И все, что он успевает сделать перед смертью, это сказать своей жене, Луизе Сарацин, что ей надо бы продолжить общение с Даймлером, что за его моторами будущее, и она должна обязательно завершить начатое. Женщине на рубеже 19-20 века. Даже несмотря на то, что Франция, передовая страна, все равно было непонятно, женщина это человек или вообще кто. Сиськи! Луиза пишет Готлибу, мол, так и так, Эдик почки двинул, я тут теперь центровая на районе, го бизнес мутить. И Готлиб такой: ну, вроде тетка здравая, в курсе всех дел, нафига кого-то нового искать? И согласился. Но опять же, устно. Практически сразу после этого Эмиль, один из парней, кто должен был делать производство, приходит к Луизе и такой: это, нам там завод перестраивать или нет? Как бы на словах-то далеко не уедешь. Затея пахнет так себе, как и юрист ваш. И парней-то можно понять, потому что они перестраивали производство под устную договоренность с мертвым юристом, у которого была устная договоренность с каким-то чуваком из Германии. И при этом жена мертвого юриста такая: все в порядке, не вижу никаких рисков. Короче, чтобы уже хоть как-то нормально закрепить ситуацию, Луиза 2 раза ездила в Германию к Даймлеру обкашливать вопросы. В первый раз она едет одна, а второй уже с Эмилем. Готлиб и Эмиль друг другу понравились, и уже спустя полгода, в 1989 году, подписывается исторический документ, который фактически проложил дорогу бензиновому двигателю во Францию. По условиям договора Даймлер получал 12% от закупочной цены двигателя, а Луиза еще 8%.
Таким образом, в качестве лицензионных платежей производственникам Эмилю и Рене нужно было платить 20% от закупочной цены готового мотора. При этом они становились эксклюзивными производителями и дистрибьюторами двигателей Daimler на территории Франции. Условия отличные, перестройка производства закончилась, и надо бы уже делать компанию. Назваться решили традиционно, как тогда было принято, по фамилиям основателей Рене и Эмиля. Полные имена — Рене Панар и Эмиль Левассор. И в результате на свет появляется компания Панар Левассор. Почти Сарацин. И, кстати, практически сразу после этого Эмиль Левассор и Луиза Сарацин женятся. И вот от этой подборки фактов у меня непроизвольно щурятся глаза. Эмиль Левассор и Луиза Сарацин были знакомы еще до того, как муж Луизы, Эдик, умрет. Как только Эдик получает уверенность, что Daimler отдаст ему эксклюзив на моторы, как только он договаривается с Левассором и Панаром о производстве, В этот момент у него как-то внезапно уезжают почки. А потом жена забирает лицензии себе, катается с Левассором по Германии туда-сюда, мутит себе комиссии и потом женятся. и это с учетом того, что Левассору на тот момент 46 лет, а Луизе 44-45. Ну и вот прям, вряд ли там страстный роман какой-то был. У каждой леди должны быть свои секреты. Но, так или иначе, правды мы уже не узнаем. Парни успели тютель в тютель перед выставкой 89 года. И лучшего места для презентации своей продукции нельзя было и придумать. А под конец выставки даже Daimler специально для демонстрации своего величия припер на выставку свой автомобиль. Daimler Stahlradwagen. Немецкий нейминг. Правда, сам автомобиль мало кого интересовал. Самое главное – мотор. Полулитровая, V-образная двойка. Точная мощность неизвестна, но максимальная скорость 18 км в час. Опять же, непонятно, как они там эту скорость мерили, но это и не важно. Самое важное, что это была бомба. Бомба, которая рванула намного сильнее, чем все пушки и ружья в течение всех французских революций. Петролхед. Дословно бензиновая голова. Кликуха, на которую ни один парень в современном мире не обидится. Любой пацанчик, который насмотрелся видосиков и смог самостоятельно прикрутить спойлер к приоре, может честно и гордо думать, что он петролхед. Не куколд, а петролхед. Да, давай заводи этот мотор. Традиционно считается, что этот термин зародился где-то в Штатах или в Британии. Но родина автомобилей – Франция. И родина первых гонок и автомобильных сообществ тоже. И с учетом того, как парни дико угорали, я считаю, что первыми настоящими трушными петролхедами были французы. До автомобилей, само собой, люди увлекались всем, что быстро шевелится. Скачки, забеги, вот это все. Когда появился велосипед, первое, что начали делать, гоняться друг с другом и выяснять, кто быстрее педали крутить может. Кстати говоря, велосипед набрал популярность немногим ранее автомобиля. Велосипедные заезды и марафоны на постоянку проводились в больших городах и всегда привлекали толпы зрителей. Некоторые персонажи были настолько отпаяны, что даже совершали кругосветные путешествия на велосипедах. Да, вы не ослышались. Некто Томас Стивенс в 1884 году съехал кукухой и поехал через весь свет на вот этом. И доехал. 2 года ему пришлось провести верхом на таком велосипеде, чтобы обогнуть земной шар. Честно, это первый случай в моей жизни, когда бы лично я с большим интересом посмотрел бы на мужскую задницу. Точнее, на то, что от нее осталось после 2 лет верхом вот на вот этом. Ух, какая! Была такая велосипедная газета «Ле Велосипед». Очередной неожиданный нейминг. Так вот, газета решила выяснить, сможет ли безлошадное транспортное средство пройти 30 километров, не померев при этом. Объявили клич, что кто угодно может принять участие на своих повозках, и назначили дату и время. Было это в 1887 году, еще за 2 года до выставки, когда толком ни у кого автомобилей не было. И поэтому в день мероприятия на старте гордо и величаво стоял целый один автомобиль. С улыбающимся во весь рот Дедионом.
тем самым повесой, который сделал первый автомобиль. И надо ли говорить, что владелец этого журнала был корешем Де Диона? И с учетом того, что гонка была протяженностью 30 километров, и придумали ее Де Дион со своим корешем, угадайте, вокруг чего был проложен маршрут? Подсказка: окружность Булонского леса с теми самыми женщинами примерно 30 километров. Короче, Де Дион с этим испытанием справился на отлично. Прошел всю дистанцию без поломок, а потом всем ходил и хвастался, что он в моменте делал аж 60 километров в час. Что было абсолютным враньем, потому что 60 километров в час пробьют только 12 лет спустя, в 1898 году. А в этот вечер пробили кое-что другое. И на 28 километров трассы он потратил 75 минут. Поэтому ни о каких 60 километров в час он мог и не мечтать. Но после выставки новые автомобили посыпались как из рога изобилия. В 1890 году Панар Левасор презентует свой первый автомобиль с мотором Daimler. При этом в своем автомобиле Daimler ставил мотор под сиденьем, а Левасор поставил мотор спереди и фактически изобрел классическую компоновку автомобиля. Мотор и радиатор спереди, а привод на задние колеса реализован через цепную передачу. Такое расположение мотора оказалось намного удачнее и надежнее, чем заднее. В Германии до такого расположения додумаются только спустя год. И Левасор додумался до этого первый. И как мы с вами можем заметить, за 120 лет никто ничего лучше особо не придумал. Но королем продаж был Оторва Де Дион Бутон. К 1900 году фирма Де Дион Бутон продаст 400 машин и 3200 моторов и фактически станет самой большой автомобилестроительной компанией мира. И внимательные зрители сейчас такие: стопе. Почему ты компанию называешь Де Дион Бутон? Она же Де Дион Бутон эт Трапарду. И да, все верно. Практически сразу после выставки в 1889 году Де Дион понимает, что существуют не только паровые двигатели. И начинает экспериментировать с бензином. Трапарду такого не потерпел. Он категорически не верил в то, что бензиновый двигатель имеет будущее. И после нескольких лет конфликтов и скандалов Трапарду покидает компанию. Было это в 1894 году, поэтому история глобально запомнила этот бренд как Де Дион Бутон. Остальная Франция сходит с ума от идеи автомобилей. Как грибы после дождя появляются мастерские, отдельные группы энтузиастов, которые пытаются сделать собственные автомобили. К 1899 году, спустя всего 10 лет после выставки, во Франции насчитывалось около 600 производителей. Для сравнения, в Германии на тот момент было 75 автопроизводителей. Понятное дело, что большинство компаний это были чисто мастерские, которые наколупали по одному экземпляру, но все равно резьбу у французов сорвало по полной. Моментально, по меркам истории, спустя несколько лет, самым главным, зрелищным и обсуждаемым событием становятся гонки. Да, автомобильные гонки тоже придумали французы. В 1894 году, спустя всего 5 лет после выставки, издатель журнала Le Petit Journal Пьер Жифар с подачи Де Диона решает устроить гонку от Парижа до Руана протяженностью 126 километров. О гонке было объявлено за полгода до старта. Регламент при этом был очень простым. В гонке мог принять участие любой желающий на абсолютно любом автомобиле. Единственное условие – нужно было уложиться в 8,5 часов прохождения трассы, то есть показать среднюю скорость движения в 15 км в час. Ну и еще желательно, чтобы ваш пепелат смог иметь хоть какие-то шансы пройти дистанцию. И уже на тот момент участвовать в состязании вызвались 102 автомобиля. Поскольку на тот момент бензиновый двигатель еще не был общепринятым красавчиком, люди еще сомневались в этой конструкции, вариативность силовых агрегатов удивляла. Наряду с бензином на старте стояли паровые, керосиновые и даже электрические двигатели. Старт гонки был дан 22 июля, и до него было допущено 25 автомобилей. Среди основных фаворитов были несколько Панар Левасоров и Peugeot. Те зрители, кто хорошо разбирается в истории французского автомобилестроения, не переживайте. Про Peugeot я не забыл, про него мы поговорим чуть далее. И с первых же секунд, как только был дан старт, Де Дион заставил всех глотать пыль. Ну, точнее пар. И за все 8 часов гонки никто так и не смог его догнать. Он финиширует первым с отрывом более чем в 40 минут. Но при этом, несмотря на то, что Де Дион приехал первым, его поставили на второе место, а первое место отдали Панар Левасору и Peugeot. Причина, как сказали судьи, в том, что паровой автомобиль слишком громоздкий, неудобный, требует еще себе кочегара и вот намного хуже, чем бензин.
То, что Де Дион приехал заметно быстрее всех, а по итогу встал на второе место, никого не смущал. Так решили судьи. Ну и все-таки первые автогонки в мире. Можно и сделать скидку на логичность действий. Хайп поднялся лютый. С первого же заезда, который подразумевался как испытание на надежность и возможности автомобилей относительно гужевых экипажей, гонки превращаются в элитный спорт и лучшую рекламу для автопроизводителей. Де Дион, как родоначальник всей этой движухи, создает сообщество автомобилистов Automobile Club de France в 1895 году, которое берет на себя основную функцию организации заездов. Организация, кстати говоря, существует до сих пор и также занимается проведением гонок. Парни сразу поднимают планку и организовывают гонку Париж-Бордо-Париж протяженностью 1200 километров, который нужно было преодолеть за 100 часов, включая отдых и ремонты. Фактически, это первая официальная гонка, которую кто-либо организовал в мире. Старина Де Дион, спасибо тебе за твое сумасшествие. На этот раз регламент был следующий. Всего на старт выехало 30 автомобилей. Среди них были экипажи Панар-Левассор, Де Дион Бутон, несколько мелких паровиков Бале и несколько Пежо. У всех экипажей было по 2 пилота для замены, чтобы они могли меняться в процессе. В одно лицо проехать 1200 километров за 100 часов считалось невозможным. Ну, по крайней мере, так все думали. У одного из экипажей на старт не приезжает второй пилот, и никто не знал, куда он подевался. И после этого первый пилот такой: окей, подержите мое пиво, сейчас папочка покажет вам, как надо. И в одно лицо, без отдыха, проезжает всю дистанцию за 48 часов. В одиночку, в 2 раза быстрее регламента. Ближайший экипаж с 2 пилотами был в нескольких часах от финиша, когда этот псих закончил гонку. И этим психом был Эмиль Левассор. И когда он подъезжал к финишу, зрители издалека слышали не звук мотора, а звон его огромных стальных яиц. Яйца! Я что сейчас сделал? Инженер-конструктор, который самостоятельно создавал автомобили, плюс виртуозный, бесстрашный пилот, да Иисус Христос тогда не был так популярен, как Эмиль. После этого заезда Эмиль сказал свою самую известную фразу. Это было сумасшествие. Я делал аж до 30 километров в час. Но несмотря на этот героический подвиг, Эмилю не отдали первое место. Дело в том, что его автомобиль был двухместный, а по регламенту были разрешены 4-местные автомобили. Поэтому первое место и главный приз в 31 500 франков отдали экипажу Пежо. Тот случай, когда лев стал крысой. Крысой-пи***ром. Помимо выдающегося шоу, у автогонок была еще одна важная функция – доказать всему обществу, что автомобили – это не просто прикол богатеев, а реальная альтернатива для передвижения, которая в скором времени заменит конные повозки. Все газеты того времени бурно обсуждали, останутся ли безлошадные экипажи в моде или канут в лету ровно в тот момент, как только наскучат мажорчиком. Но мы-то не забываем, что имеем дело с гением маркетинга. Де Дион делает то, что на современном языке называется постпромоушен. После гонки он совместно с гоночными командами выставляет все автомобили, которые участвовали в гонке, на всеобщее обозрение на Марсовом поле. По всему городу развешиваются листовки, которые зазывают всех желающих посмотреть на диковинных железных монстров. И своего Альберт Де Дион добился. Эту первую стихийную выставку посетило несколько десятков тысяч человек. Увидев смысл в такой схеме, Де Дион поступает ровно таким же образом и со следующей большой гонкой. В 1898 году организуется масштабная выставка, которая называлась Le Salon des Automobiles de Cycle et de Sports. Салон автомобилей, велосипедов и спорта. Условия участия в выставке для автомобилей были следующие. Все автомобили должны были без поломок преодолеть маршрут от Парижа до Версаля, вернуться своим ходом обратно, и после этого они могли занять место на стенде. И с этим испытанием справились 269 экспонентов. И ни одной Toyota Camry. И свои двери открыл первый в мире автомобильный парижский автосалон. Да, все наши любимые, огромные, напыщенные автосалоны, которые проходят каждый год в различных столицах мира,
когда-то придумал этот усатый петролхед. Эй, фрейрок, ты кого петролхедом назвал? Продолжай, мне нравится. И естественно, так как главной задачей всей этой выставки были продажи, любой желающий по окончании выставки мог приобрести себе в пользование любой понравившийся экземпляр. И были распроданы все. Всего за 3 недели проведения мероприятия автосалон посетило 140 тысяч человек. Еще каких-то 10 лет назад никто знать не знал об автомобилях. А уже в 98 году все прогрессивные люди того времени говорили о машинах. О них мечтали. Автомобили становились религией. О, во имя Рено Пежо, елки! Само собой, далеко не все разделяли такого энтузиазма. Забавный факт в том, что Де Дион, так как не боялся вообще ничего, пригласил президента республики Феликса Фора открывать автомобильный салон. И он согласился. Даже речь какую-то хиленькую толкнул. Но сам Фор к автомобилям относился крайне скептически. Он даже на выставку демонстративно приехал на конном экипаже. И, само собой, на нем же и уехал. А потом, объясняя свои действия прессе, Фор сказал, что автомобили, цитата, это уродливые и дурно пахнущие повозки. Он просто еще не распробовал к тому моменту вкус и запах бензина. Но, как бы там ни фыркал французский президент в сторону автомобилей, бензин уже был пущен людям по вене. И с этой наркоты мы уже не слезем. И чем дальше заходило дело, тем больше талантливых и безумных людей присоединялось к этому движению. К движению на бензиновом моторе. История – это наука в первую очередь про личности. И кого-то история помнит очень хорошо, а кого-то забывает. Порой довольно незаслуженно. Про человека, о котором я буду рассказывать в этой главе, я сам не знал до того момента, пока не сел за материал. И малек припух с того, насколько крутых личностей история забывает. Знакомьтесь, Саша. Этот человек – одна из самых интересных личностей автомобилестроения Франции того периода. И не только Франция. В современном автопроме существуют компании, которые появились благодаря этому человеку. И опять же, я уверен, что его фамилия вам ничего не скажет. Звали этого человека Александр Дарак. Талантливый инженер и еще более талантливый предприниматель. До автомобилей он занимался велосипедами и швейными машинками. Тойота! Изначально Саня не хотел заморачиваться с разработкой собственного пепелаца. Это долго, дорого, да и зачем, когда можно замутить лицензионное предприятие и все будет по кайфу. Но нет, это не сработало. Было несколько попыток, но в итоге Саня такой, ну ладно, надо что-то свое разрабатывать. Собрал инженеров и такой. Вот так хочу. Инженеры напряглись, подумали даже немного и свояли вот это. 6,5 CV. Гля, какой Саня довольный на нем сидит, бояре, ой, прям не могу. И оказалось, что инженеры Саньку свояли прям крутую тачку. По тому времени это была очень прогрессивная конструкция. Во-первых, он был на трубчатой железной раме. Большинство автопроизводителей в то время просто делало деревянные рамы. Ну, кто-то там мог что-то там железом обшить, но, опять же, по большей части все автомобили — это, по сути, телега с мотором. А так как Санек до этого занимался велосипедами, он такой, зачем заморачиваться, если можно не заморачиваться? Давайте так поставим и прокатит. Плюс круглый руль и управление коробкой передач на нем же. Это тоже ни хера себе по тем временам. Мотор спереди. Кардан. Кардан. У большинства автомобилей того времени, да что там у большинства, у всех была цепная передача. А кардан — это прям медведевская инновация в то время. При этом кардан более эффективно передает крутящий момент, поэтому мотор был не самый мощный. Всего лишь 6,5 лошадей с 800-кубового мотора. Но очень быстро стало понятно, что единственное, с чем парни прогадали, это мощность. Дараку, как и всем остальным автопроизводителям, хотелось показывать, кто тут папочка, и побеждать в гонках. А с 6-сильным моторчиком побеждать в гонках как-то не получалось. Поэтому уже через год появляется модель 9 CV, как вы можете догадаться, с табуном в 9 лошадей под капотом. И вот этот автомобиль Дарак выставляет вообще везде, где только можно. В 1901 году во Франции проходило 52 мероприятия. И на всех из них были автомобили Дарак.
Бренд очень быстро набирает популярность. И в этом же 1901 году к Дараку приходят два немца и такие: «Мы хотим ваш пепелец-ваген производить. Там у нас в фирме капут. Люди почему-то не хотят покупать говно в виде автомобилей, которые мы продаем. И вот продайте нам лицензию, пожалуйста, по-братски». Эти два немца были братьями с фамилией Opel. Саня, само собой, продал им лицензию, и с 1902 по 1907 год самым популярным автомобилем у Opel будет Opel Dark. Благодаря этому автомобилю они смогли заработать денег и начать делать нормальные автомобили. Ну, как нормальные? Opel все-таки. Дарак тем временем постоянно увеличивает моторы и мощность своих автомобилей. В 1903 году появляется знаменитая Flying 15 с 3-литровым 4-цилиндровым мотором. Знаменита она тем, что к 1904 году была одной из самых популярных моделей автомобилей во Франции. А компания Dark занимала около 10% всего автомобильного рынка Франции. И с учетом конкуренции в несколько сотен автомобильных компаний, это прям очень много. А это значит, что стратегия участвовать абсолютно во всех гонках работала отлично. Но Сане, само собой, этого было мало. Он хотел абсолютного лидерства. Он хотел построить самый быстрый автомобиль и поставить на нем свой собственный рекорд скорости. И Сань что подумал? Возьму-ка я и построю самый большой 4-цилиндровый мотор, который у меня только получится, чтобы он мог отдавать мощность в 100 лошадей. И сделал. Мотор получился объемом в 11 литров и отдавал 100 лошадей мощности. Все это хозяйство прикручено тупо к раме. Также в комплектацию входит сиденье и руль. И напряжение сфинктера. Но в заездах этот автомобиль показывает себя не очень хорошо. Победить на нем не получается, да и до рекорда скорости он также не дотягивает. И тогда Саня такой: окей, строим еще один такой же мотор, спаиваем их вместе, получаем V8 на 22 литра. Вот ты садись за руль и давай разгоняться. В смысле, за что? Давай, ты обязательно выживешь. Получился вот такой вот монстр. В одних источниках там 22 литра объема, в других источниках 25 литров объема, но все равно. Факт в том, что весь брутальный Hemi V8 клуб со своими жалкими 6,2 литра сейчас идут нервно курить в стороночку. Что вы знаете о бигблоках, сосунки? А хотите еще прикол? У этой жути не было передних тормозов. Ну, типа, действительно, а зачем? Мы же разгоняться собираемся, а не тормозить. Все верно. Ну и так-то да. Этому автомобилю просто необходим был огромный, мощный мотор, чтобы хоть как-то сдвинуть с места стальные, мускулистые яйца пилота, который будет на этом деле разгоняться до 200 км в час без передних тормозов. Ну тут уж без вариантов. Яйца! Первым человеком с такими агрегатами был Поль Барра, который 21 июля 1904 года ставит рекорд мира по скорости, набранной за 1 милю. Скорость была 163 км в час. Затем автомобиль отправляют во Флориду, где он начинает обновлять рекорды скорости. Сначала он показывает 174 км в час, потом 185 и финальный 197 км в час. И прикиньте, каково это сидеть вот на этом, когда оно несется под 200 км в час, ты никак не закреплен, и все, что ты можешь, держаться за руль, давить на газ и звать маму. И угадайте, кто оказался отпаяннее всех, показав рекорд 197 км в час? Усатый амбассадор адреналина Луи Шевроле. Посмотрите на Луи. Он такой: одной рукой рулю, другой сигаретку курю, а вообще-то мировой рекорд скорости ставлю, сучки. Он с таким лицом сидит, как будто собирается поставить мировой рекорд скорости, а затем трахнуть тебя. Как видишь, мировой рекорд он уже поставил. Мама. После этого достижения Дарак становится мировой знаменитостью. И понятное дело, что спрос на его автомобили просто улетает в космос, и фактически они становятся легендарными. Производство не справляется, да и Саня сам понимал, что он в одиночку это не вывезет, поэтому он решает продать основную часть акций компании и остаться просто в управлении на должности советника. Да? Ну, я вам советую закрывать это все нахуй. Сейчас я сам с собой разговариваю. В 1905 году британцы выкупают Дарак, перевозят офис в Лондон и переименовывают компанию в A. Dark Company Limited. После этого, само собой, Саня остается при бабле
Но рок-н-ролла уже как-то не хватает. Рок-н-ролл. И Санек решает дернуть в Италию. Не отдохнуть, а создать что-нибудь дельное и там. И он такой, Дарак же крутые автомобили. Поэтому я сейчас возьму свою конструкцию, назову немножко по-другому и впарю макаронником. Вот это вкуснее, чем паста. Куда засунуть? Он находит в Италии какого-то инвестора, который был согласен вложить бабос в это предприятие и начинает действовать. План у Сани был, без сомнения, гениальный. Естественно, он провалился. Несколько лет Саня пытался впарить итальянцам перелицованные дараки, но у него ничего не получилось. И это был тот случай, когда бэдж-инжиниринг не сработал. Но этот же персонаж неугомонный. У него пока не получится, он не успокоится. Поэтому он решает сделать свои собственные итальянские уникальные автомобили. Он приходит в Fiat и такой в инженерном отделе: так, кто тут самый талантливый инженер? Все показывают пальцем на одного человека, он такой: так, все, вставай, ты теперь мое, пойдем. На что руководство Фиата, естественно, такое: мамма мия, лягушатник, ты что творишь? На что Саня такой: Я тебе сейчас карбонару твою в жопу затолкаю. Сказал мое, значит мое. Инженера звали Джузеппе Мерози, и под его руководством появляется вот такой автомобиль мощностью в 24 лошади. А компанию решили назвать довольно заковыристо: Анонима Ломбарда Фабрица Аутобили. Поэтому для удобства произношения решили использовать аббревиатуру из заглавных букв АЛФА. Альфа. Вот это ребусы, конечно. Сразу же, с корабля на бал, с первой же моделью парни пускаются в гонки и показывают хорошие результаты. Тут же проектируется ряд новых моделей, которые продолжают побеждать в состязаниях и увеличивать спрос на автомобили. Санек, как чистый предприниматель, решает, что самое правильное действие сейчас — это продать бизнес на пике, чтобы заработать денег и снять с себя задачи. И как только Дарак тихонечко заявляет, что он готов продать компанию, к нему приходит известный промышленник Италии Никола Ромео. И выкупает у него доминирующую долю. А через несколько лет он выкупит компанию полностью и переименует ее в Альфа-Ромео. И да, Альфа-Ромео без Дарака бы не было. На момент 1910 года Дарак – третий автопроизводитель Франции. Но из-за ошибок в управлении компанией Дарак начинает стремительно нести убытки. И Санек вовремя успевает продать компанию. И хотите финальный прикол? Александр Дарак – человек, который был создателем одних из самых популярных автомобилей Франции. Человек, чья фамилия гремела на все мировое автомобильное сообщество. Человек, который создал огнедышащего монстра в 1905 году, чтобы побить рекорд скорости. Опосредованный создатель Опеля и прямой создатель Альфа-Ромео не умел водить автомобиль. Ну, конечно, так себе ты, Петролхед. Куколд возможно. Ему это тупо было неинтересно. Он просто деньги делал. А после продажи Дарак он купит себе небольшой отельчик и умрет в целом обеспеченным персонажем на побережье Монте-Карло. Но все-таки это пример нетипичный для Франции того периода, потому что так холодно к автомобилям мало кто относился. Все еще сомневаетесь, что французы были самыми сумасшедшими? Сейчас перестанете. Основным связующим звеном того периода, как вы уже поняли, были гонки. При этом разные форматы появились довольно быстро. Люди очень быстро начали гонять просто на скорость по прямой до максималки. Практически сразу появился прообраз драг-рейсинга. Водителям нужно было набрать максимально возможную скорость за 1 милю или за 1 километр. К тому же на ипподромах начали организовывать прообразы гоночных треков. Но были состязания, которые стояли особняком. Так называемые большие гонки, когда участники ехали из Парижа в какую-нибудь другую столицу Европы. Такие заезды собирали огромные толпы горожан на стартах и финишах, а вдоль маршрута, который обычно был около 1500 километров, выходили сельские жители. В 96 году, спустя год после той гонки, которую героически затащил Левассор, проехав 1200 километров за 48 часов, Де Дион организует следующую гонку по маршруту Париж-Марсель-Париж протяженностью 1711 километров. По сути, через всю Францию туда-обратно. В отличие от предыдущей гонки, где все двигались без отдыха, этот заезд был разбит на 10 этапов, и у пилотов был предусмотрен отдых между каждым из них. К этому заезду все готовились серьезно. На старт основные производители уже выводили целые команды с несколькими автомобилями, механиками и пилотами.
Дэдди Он все еще сидел за вторым автомобилем, а Левасор на старт приехал сразу с 3 экипажами. Плюс братья Бале, тоже известные ребята того времени, принимали участие, и, само собой, Peugeot также выставил свои тачки. Всего в заезде было 32 автомобиля. Все считали Левасора фаворитом, но уже сразу на первом этапе все пошло не так. Первый этап затащил Бале на своем маленьком паровом трицикле, так как у Левасора слетело колесо, и он очень много времени потратил на ремонт. Но ночью кто-то насыпал песка в подшипники Бале, и ему пришлось сойти с дистанции. А на следующий день разыгралась буря. Шел ливень, дороги размывало, ветер валил деревья, а парни все равно продолжали гоняться, потому что нужно было побеждать. На уклонах размытых дорог автомобили приходилось втаскивать на горку чуть ли не вручную, потому что по грязи они просто не могли зацепиться за покрытие. И вот это сегодня у вас есть лебедки, у вас патриот, всякое такое, а там нужно было на руках под ливнем и грозой втаскивать автомобиль на себе. Давай, буксуй, мы ж побеждаем. И я поражаюсь тут тому факту, что гонщики того времени — это все обеспеченные люди. Журналисты, инженеры, аристократы. По идее, они быть должны такие: «Ой, фи, некомфортненько». Но нет. Представьте, сутки ехать вот на этом, без крыши, без лобового, под ливнем и грозой. И это в октябре. В октябре. Ну то есть момент с окнами тебя не удивлял? Надо быть наглухо повернутым, чтобы добровольно согласиться на такое. И в этих условиях Левасор творил невозможное. Если в прошлом году в идеальных условиях он показывал 24 км в час в среднем, то сейчас он ехал со средней скоростью 31 км в час. По урагану, грязи и дождю. Но в 150 километрах от Марселя, финальной точки первой половины заезда, на дорогу выбежала собака. Левасор, уворачиваясь, чтобы не сбить пёселя, уводит автомобиль в канаву и переворачивается. Скорость была небольшая, и автомобиль сильно не пострадал. Механик, который ехал вместе с Эмилем, вообще отделался легким испугом. А сам Левасор вывалился из машины, вроде бы ударился о землю, но ничего критичного. Ходил, шевелил всем, и довольно быстро они вытащили автомобиль из канавы и продолжили гонку. Но через короткий отрезок времени Эмиль понимает, что до финиша он не доедет, и нужно искать врача. И на финише 5-го этапа Эмиль сходит с трассы. В Марселе гонщиков встречала 50-тысячная толпа, и встречали их как героев. Условия гонки были настолько жестокими, что из 32 экипажей до Марселя добралось только 13, а в Париж вообще смогли вернуться только 9. Первые 2 места заняли автомобили Panhard Levassor с результатом 67 часов 42 минуты и 68 часов 10 минут. Но Эмиля на празднике Победы не было. Левасор уже никогда не выйдет на заезд, даже в качестве зрителя. Он даже со своей кровати встать уже не сможет. Эмиль пролежит полгода, цепляясь за жизнь, и эту войну он проиграет. Самая яркая звезда автомобильного мира конца 19 века угасла так же быстро, как и зажглась. Отец первого бензинового автомобиля Франции по итогу был убит своим же творением в попытке доказать миру, что за автомобилями будущее. Всего на год переживет своего босса другой пилот Panhard Levassor, Эмиль Майт, который как раз победил в гонке Париж-Марсель-Париж, в которой Левасор получил травму. В одной из своих поездок он не справился с управлением при обгоне конной кареты и улетел в канаву. В машине, помимо пилота, была жена и пара друзей. Все выжили, кроме водителя. Было это в 1898 году, и спустя несколько недель произошел первый смертельный случай в гонке. При этом в аварии погибло сразу 2 человека по очень глупой причине. Виновником был человек, которого звали Маркиз де Монтане. Он вышел на обгон и хотел помахать рукой обгоняемому экипажу. И как-то он не так дернул рычаг и снес колесо автомобилю, который обгонял. Поврежденный автомобиль тут же улетает в кювет и переворачивается. А Маркиз, повернувшийся на шум и скрежет, забывает про управление и точно так же переворачивается. Механик автомобиля, который обгоняли, умер на месте, а сам Маркиз де Монтане умрет через несколько часов. Видя эти смерти, среди автомобильного сообщества появляются ярые противники гонок, которые считали, цитата, «Автогонки превращаются в грозное чудовище. Гоночные автомобили больше не имеют ничего общего с дорожными, и ими управляют либо богатые бездельники, либо оплачиваемые заводами профессионалы. Вместо того, чтобы служить совершенствованию конструкции легковых автомобилей, гонки стали жестоким зрелищем, где современные гладиаторы рискуют жизнями на потеху толпе».
Это слова Поля Мейена, секретаря французского автоклуба. И он был прав. Но всем было плевать. Люди хотели зрелищ, а пилоты и компании хотели триумфа. Народ настолько уехал кукухой, что даже приказы полиции не воспринимались как что-то значимое. В 1998 году несколько смертельных случаев привлекает внимание главного инженера полиции некого месье Баше. Он решил лично инспектировать все гоночные автомобили и выдавать сертификат о соответствии нормам дорожной безопасности. Ну, то есть, по факту мы получаем такой прообраз техосмотра. И, само собой, подавляющему количеству гонщиков в сертификате он отказал. Как вы думаете, что они ему ответили? Да, пожалуйста, скажи ему. Пошли его на... Инспектор припух. Потому что, как так-то? Я один из главных полицаев города, а мне тут... Пошли его... И толпа людей такая вслед за гонщиками. Да-да, давай, иди. И он отдает гениальный приказ. Ввести отряды полиции в город и притащить на старт 2 пушки, чтобы стрелять по всем автомобилям, которые будут в ней участвовать без техосмотра. Полиция Франции. Чтобы предохранить вас от смерти на гонке, мы убьем вас сами. Месье Баше, я вас заебаше. Ну вот, серьезно, без стёба, вдумайтесь, что происходило. Стоит толпа, улюлюкает, требует зрелища, подъезжают гонщики, а напротив стоят менты с пушками, не с Камри-40, а с реальными пушками, и готовы стрелять по людям, чтобы они не дали старт. Эй, ты! Кто быстрее, ты или ядро? И это в мире, где в этот момент еще автомобилей никто не видел. А французы уже уехали кукухой. Короче, гонщики поступили чуть умнее, чем полицаи. Они просто перенесли старт из Парижа в Вилье, где уже не работала юрисдикция Буше. Гонка проходила в штатном режиме, все по кайфу, но перед финишем, который должен был быть опять же в Париже, Буше заявляет, что он арестует абсолютно всех гонщиков, кто приедет без техосмотра. Ну и само собой финиш также перенесли в другой район. Но толпа, которая собралась в Версале на старом месте финиша, требовала увидеть своих героев и привести гонщиков в Версаль. Организаторы, само собой, гонщиков привезли, и Буше никого арестовывать не стал. Он понимал, что если он хоть пальцем тронет одного из народных героев, ему не избежать бунта в городе. То есть, фактически, целый город послал в жопу мнение полиции, и хер ты что им сделаешь. И да, это, конечно, все хорошо, весело и прикольно. Угар, эмоции, адреналин. Но все-таки такая безалаберность не могла закончиться просто так. Правила безопасности, какие бы они ни были, придуманы не просто так. Различные регламенты на производствах, стройках, правила дорожного движения – это все придумано не зря. И ведь не просто так у трудовика не все пальцы на руках. Также и технический регламент любых гонок и соревнований, как правило, написан чьей-то жизнью. И само собой, такая безнаказанная вакханалия не могла закончиться просто так. Само собой, первая реакция на смерти на гонках – все запретить, ничего не проводить, вы что там вообще, убиваться удумали? Но автомобильное сообщество, которое состояло из богатейших людей того времени, просто так заткнуть не получилось бы. Французское правительство то тут, то там запрещало проведение гонок, так как пилоты продолжали гибнуть в заездах. Но смерти на гонках смущали только правительство. Пилотов и публику же все устраивало. Зрелище и адреналин же ж. И самыми опасными, естественно, были большие гонки, так как вся трасса никак не подготавливалась. Притом, к этому времени уже существовали примеры, как все можно было сделать безопасно. Ты просто берешь, запихиваешь всех психов на ипподром, и пусть они там себе катаются до посинения. Американцы, кстати говоря, так в основном и делали. И вот из этого принципа появился всеми любимый NASCAR. Но нет толпы на дороге, нет жутких погодных условий, нет слепых поворотов, нет трупов на дороге, нет романтики больших гонок. Ощущения не те. Может, ты еще и презервативом пользуешься? Гандон. После нескольких громких смертей в начале века французское правительство решает полностью запретить проведение гонок на дорогах общего пользования. Но тут вмешался испанский стыд, в смысле испанский король. У чела, кстати говоря, было идеальное имя для богатеньких и разведенок – Альфонсо VIII. Ола, бабулито. Багет мой будет? Он был жутким фанатом гонок, и у него сильно пекло задницу от того,
что у императоров Германии и Австро-Венгрии французские большие гонки уже побывали, а у него нет. И чел такой: пацаны, давайте обкашляем. А то, знаете ли, отношения между странами — это такой деликатный момент. А я к тому же еще поляну накрою, весь высший свет созову. И все автомобильное сообщество Франции такое: Ну, отпусти в гонки поиграть. Я обязательно выживу. Само собой, у правительства не было вариантов сливаться. И в 1903 году дан старт гонки Париж-Мадрид-Париж. Протяженность маршрута 1380 километров, который был поделен на 3 этапа. Первая секция 554 километра до Бордо, вторая секция 335 километров от Бордо до Витория и заключительный этап в 420 километров до финиша в Мадриде. Всего в гонке принимало участие 224 экипажа на 170 автомобилях и 54 мотоциклах. К этому моменту к французам подтянулись уже англичане, немцы, итальянцы, которые тоже были пионерами автомобилестроения, но все-таки немного отставали от французов. На старте были немецкие Дитрих, Морс, Мерседес, британский Волсли, итальянский Фиат и французы в лице Панар Левассор, Де Дион и еще один значимый французский бренд, о котором мы поговорим во второй части документалки. К тому моменту скорости были уже вообще не детские. Некоторые двигатели были объемом по 10-11 литров и имели мощность по 70-80 лошадей. А с учетом того, что у вас машина — это просто мотор и рама, оно умело очень быстро разгоняться. У Панар Левассора в основном были такие тачки. Они, правда, и весили тонну с хером, но одновременно с этим были и легкие тележки по 500 килограмм весом и довольно проворные. А вот теперь представляйте. Во-первых, по разным оценкам, в Версаль посмотреть на старт приперлось от 200 до 300 тысяч человек. Просто на старт посмотреть. А в целом за всей гонкой наблюдало около 3 миллионов человек. Каким образом это посчитали, я понятия не имею, но во многих источниках фигурируют именно такие цифры. Первые несколько километров после старта гонщикам приходилось натурально прорываться сквозь толпу людей чуть ли не наживую. Во-вторых, мы с вами помним, что во Франции были хорошие дороги. Но только в городах. Между городами, само собой, были грунтовые дороги, и то, если повезет. Вдоль всего маршрута стоят толпы зевак со всех окрестностей, деревень и поселков. Все пытались как можно ближе подойти к дороге и своими глазами увидеть пролетающие мимо автомобили. А если получалось еще и потрогать этих чудовищ, то это вообще отвал всего. Коленвал. Правительство, для того, чтобы хоть как-то сдерживать толпу, привлекло армию. Но они не учли, что обычные солдаты — это точно такие же фанаты, которые с большим удовольствием бросались под колеса болидом. А на дороге могли оказаться не только люди, но и животные, так как основная часть маршрута проходила через села. Плюс единственная надежда пилотов на выживание — регулировщики, которые стояли на крутых и слепых поворотах, просто не смогли справиться со своими задачами из-за очень большого количества зевак и гонщиков. Да, знаете, чего еще не хватало? Тормозов, мать вашу! Барабанный тормоз! Вот только что изобрели, и то это вообще не то, что вы себе представляете. Он приводился в действие рычагом, который разжимал колодки внутри барабана и с хер пойми чего. Оно, конечно, тормозило чуть лучше, чем все остальное до этого, но все равно о каком-то прогнозируемом торможении говорить не приходится. Но в дерево тормозить эффективней, а в стену вообще самый сок. И еще раз, это только появилось на некоторых моделях. В основном тормоза были колодочного типа, как на телегах. То есть вот так. У вас кусок деревяхи, рычаг, ты его тянешь на себя, он давит на колесо, ничего не происходит, но это называлось тормозами. А нет, вру, кое-что все-таки происходило. Они перегревались. Тут же. Короче, вот по чесноку, вот вы бы разогнались вот на этом до 100 км в час по грунтовой дороге вот с такими тормозами. Я бы ни за что в жизни. Но парней ничего не смущало. Потому что, еще раз напоминаю... Яйца! И вот дан старт. Первый этап, первый день и первые 550 километров. И понеслась. В самом начале гонки англичанин Лоррейн Барроу, пытаясь увернуться от выбежавшей собаки на скорости под 100 км в час, влетает в дерево. Катапультирование из железного автомобиля без крыши на 100 км в час в дерево — аттракцион захватывающий.
И смертельный, как правило. И механик с пилотом здесь не стали исключением. Механик погиб на месте, а Лоррейн через несколько часов. Буквально через пару часов еще один экипаж вылетает с дороги и взрывается, поджигая лес из жопы водителю с механиком. Один из регулировщиков, который стоял у железнодорожного переезда, то ли поссать отошел, то ли решил заняться делами посерьезнее, но так или иначе он упускает идущий поезд. И летящего по трассе Лесли Портера, англичанина на Волсле. Пилот был профессионалом, от поезда-то увернулся. А вот от стоящего дома на обочине нет. И, естественно, стена оказалась сильнее в этом поединке, и англичанин не выжил. Еще один экипаж, который пытался увернуться от ребенка, который выбежал на дорогу, улетает в толпу зрителей. Унося за собой 2 солдат, какую-то женщину-зрителя и механика экипажа. Выжил только водитель, и несколько человек были еще тяжело травмированы. И это были не единственные жертвы. Всего погибших и раненых были десятки человек. Как только до правительства доперло, что происходит, гонку тут же остановили. Притом, если раньше пилотам разрешали доехать до финиша, просто двигаясь с маленькой скоростью, то сейчас в приказном порядке все машины поставили на буксир до ближайшего вокзала, чтобы вернуть в Париж. Таким образом, закончилась самая трагичная гонка того времени. После было очень много споров, кто прав, кто виноват. Но самое важное, после нее последовал полный запрет на проведение гоночных мероприятий вне специально оборудованных для этого мест. Гонки не запрещались как таковые, просто нужно было организовывать закрытые треки и как-то кардинально пересматривать регламенты и ответственности. Но все равно этот запрет сделал свое дело. Большие гонки ушли на длительный период, а общее количество заездов заметно сократилось. На самом деле, об этом периоде автомобильного мира Франции до Первой мировой войны с условного 1890 по 1910 можно рассказывать вечно. Эти 20 лет несут в себе настолько много событий, настолько много историй, что ты поражаешься тому, насколько быстро развивался автомобильный мир в этой стране в этот период времени. В сотнях компаний трудились тысячи энтузиастов, которые чуть ли не каждый день совершали технические прорывы, придумывали новые штуки, совершенствовали свою продукцию и били рекорды скорости. И само собой, о многих из них я вам сегодня не рассказал. В этом и была основная сложность подготовки этого сценария. Я не знал, каким образом весь этот фейерверк событий, весь этот фейерверк различных историй соединить в один доступный рассказ и дать его вам. Но если бы мне задали такой вопрос: Стасон, вот если бы у тебя была бы возможность рассказать только про одного человека и про одну компанию для того, чтобы объяснить, что происходило в этом периоде, то кто бы это был? И ответ – Луи Деляж. В начале 20 века была такая поговорка: джентльмена возят на Роллс-Ройсе, сам он водит Альфа-Ромео, а для жены покупает Деляж. Луи Деляж на рубеже веков работал инженером в Peugeot, но так как он был честолюбивым и целеустремленным парнем, он хотел открыть свою компанию. Он скопил какую-то сумму денег самостоятельно, потом взял у всех своих друзей недостающую, чтобы получить в итоге 35 тысяч франков, и создал свою компанию. С собой он прихватил пару инженеров из Peugeot, и началась разработка. В 1905 году свет увидел первый автомобиль Деляж Type A с литровым двигателем Дедион на 9 лошадей, который сразу же выставляют на парижском автосалоне. Автомобиль, само собой, привлекает внимание публики, появляются первые заказы, и компания начинает свою работу. Изначально Луи хотел делать автомобили для того, чтобы побеждать в гонках. И это было нормально, потому что тогда не было автопроизводителей, для кого не было бы честью победить в гонках. Но если все просто о них думали и мечтали, то Луи был одержим гонками. Практически сразу же, с первых денег, они строят облегченный болид с тем же мотором и занимают 2-е место в Кубке Войтюреток. При этом объехать автомобиль Деляж смог только автомобиль, у которого мотор был в 2 раза больше. Парни понимали, что с чужими моторами путь на пьедестал им закрыт, потому что как минимум абсолютно все производители их используют. Поэтому им нужен был свой мотор. И у них это получилось. На Гран-при Франции 1908 года на старт выходит болид Деляж Type F с одноцилиндровым мотором в 1,3 литра, мощностью аж 28 лошадей. Еще раз. 1908 год, мотор 1,3, 28 лошадей. Само собой, с такой мощностью с литра, технически он очень сильно отличался от всех моторов того времени. У него было 4 свечи накаливания,
4 клапана, 2 маховика и термосифонное охлаждение. Термосифонное охлаждение — это охлаждение как у паровоза. Всего в заезде участвовало 3 болида Деляж. 1 с одноцилиндровым мотором и 2 с двухцилиндровыми. Пилот Альберт Гийо на одном цилиндре приехал первым в абсолюте с заметным отрывом. Второй болид Деляж с двухцилиндровым мотором также финишировал первым среди всех остальных двухцилиндровых болидов. А совокупно 3 экипажа Деляж забирают групповой приз. И, собственно, с этого заезда начинается победоносное шествие Деляж в автоспорте. Компания расширялась, строились новые фабрики, приходили новые сотрудники и клиенты, а Луи собирал титул за титулом. Загибайте пальцы. Победа в Куб дель Ауто в 1911 году в Булоне. Победа в Гран-при Франции в 1912 году, обойдя несколько Мерседесов. Самое быстрое время круга в Лимане 1913 года. Потом победа в Индианаполисе 1914 года. При этом эта победа дала Деляж выход на рынок США, так как после победы с первого же выступления у марки сразу образовались фанаты в Штатах. Потом в Европе была вечеринка, во время которой было немного недогонок. Вечеринка называлась Первой мировой войной. Во время войны, как и все остальные, Деляж работает на военку, ничего особо не делая в тачках. Но само собой, когда в Европе поутихло, Луи снова ворвался на призовые места практически во всех заездах. Тут же врывается в Гран-при 1924 года в Лионе и побеждает. Вообще, Гран-при — это любимая категория Деляжа и одна из самых престижных в то время. Само собой, человек, который делал лучшие, по его мнению, автомобили, мог участвовать только в топовых состязаниях. Но помимо Гран-при, можно же доминировать еще и в абсолютных рекордах. И в этом же, в 1924 году, Деляж выпускает вот это. Type DH. V12 на 10,7 литров, мощностью в 280 лошадей. И на нем устанавливает рекорд мира по скорости на шоссе в 230 км в час. Потом было еще несколько побед, которые уже не воспринимались как что-то необычное. Все привыкли, что Деляж — это топ. Но в 1927 году Луи достигает абсолюта, победив сразу во всех 4 гран-при за год. И таким образом автомобильная компания Деляж и Луи Деляж завоевывает титул чемпиона мира среди автомобилестроителей. Это высшая награда, которая была возможна на тот момент. И само собой, автомобили, которые строила компания, после такого становятся культовыми. Их все хотят, они котируются по всему миру. Все кайф. И на фоне этого Луи убеждается в очередной раз, что он король мира. И история Луи Деляж — это история про грандиозный успех обычного инженера-чертежника, который стал мировой знаменитостью и чемпионом. Но после этого успеха Луи ждал примерно такой же итог, как и Эмиля Левассора. Грандиозный успех и известность, и такое же стремительное падение и забвение. Хоть у компании были и хорошие показатели по продажам, Луи не особо следил за финансами. Он выжимал все возможные соки из своей компании во имя гонок и разработок для своих болидов. А участие в гонках — это всегда дорого. Плюс в какой-то момент Луи настолько уверовал в то, что он может делать только дорогие тачки и их будут покупать при любом раскладе, что просто отказался от всех бюджетных и средних моделей, оставив только жирный премиум. Некоторые модели Деляж стоили заметно дороже Роллс-Ройса, и у них даже своя тетка на капоте была такая же, как у Роллса. И в 1930 году выходит, наверное, самая знаменитая модель Деляж — DP6 и DP8. 6 на 6 цилиндрах, 8 на 8, оба рядных. Это как раз были те автомобили, про которых говорили, что джентльмены-миллионеры покупают своим женам и любовницам Деляж. Просто посмотрите, какой шик. Притом, вместе с автомобилем вы могли заказать кузовного мастера, который мог придать вашему Деляж уникальную форму кузова. Но тачки тачками, а мировой финансовый кризис 1929 года никто не отменял. Спрос на премиум падает в пол, а так как у Деляж не было ничего даже в среднем сегменте, продажи просто уничтожаются. И Луи бездействовал. То ли от того, что он не понимал, что происходит, то ли не знал, что делать, то ли просто впадлу было, так как чуваку уже было под 60. Но факт остается фактом. Несколько лет компания бьется в судорогах, и в итоге в 1935 году объявит себя банкротом и будет полностью выкуплена компанией Делая, у которой она еще просуществует пару десятилетий и потом уйдет насовсем. По условиям сделки и после выплаты всех долгов
Луи останется практически без средств к существованию. В один миг вчерашний король мира окажется на улице, а дальнейшая судьба нашего героя довольно туманна. В процессе финансового краха от Луи уйдет жена, а после, оставшись в полном одиночестве, Луи ударится в религию и проведет еще несколько лет в голоде, лишениях и отшельничестве. С автомобильным миром он уже не будет иметь никаких контактов. И спустя несколько лет такой жизни всеми забытый чемпион мира умрет в одиночестве в декабре 1947 года. И вот для меня, по итогу, весь период зарождения автомобилей во Франции выглядит точно так же, как и жизнь Луи. Резкая вспышка, ослепляющая своим безумием, а потом такое же стремительное угасание большинства компаний и личностей. Да, от этой вспышки у нас остались автомобили и наследие людей, которые над ними работали. Продольная компоновка, которую придумал Эмиль Левассор, тяга Панара, которая до сих пор используется в автомобилях, подвеска типа Дедион до сих пор используется в смартах. Первый мотор мощностью более 100 лошадей с литра сделал Луи Деляж. И тысячи других вещей были придуманы и реализованы именно во Франции. И, к большому сожалению, эти люди и эти бренды уже ушли и не вернутся. Да, понятно, что многие из них до сих пор принадлежат большим концернам. Под брендом Панар, например, сейчас броневики делают. Но это не важно. Что меня удивляет, так это то, что ни одного человека, ни одного инженера, всех этих бензиновых голов, всех этих сумасшедших людей, ни одного из них нет в автомобильном зале славы. История про них забыла. Даже Альбера Дедиона, создателя первого автомобиля Европы, организатора первых гонок, идеолога первого автомобильного сообщества и отца мировых автосалонов, не удостоили этой чести. Этим материалом я хотел отдать честь и уважение этим безумцам, благодаря которым мир влюбился в автомобили. Безумцам, про которых очень мало кто помнит. Безумцам, которые благодаря своему огню в глазах и сердцах в том числе сделали мир таким, какой он есть сейчас. Но были ведь не только они. У Франции же есть настоящие титаны. Огромные, мощные автомобильные компании, которые живы до сих пор. И в этом ролике я специально о них не упоминал. Скоро увидимся. На этом же самом месте. Не гуглите. Не сбивайте себе кайф. Вторая часть будет захватывающей. Пока.